Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз я делаю на вторую половину месяца мая для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что ожидает вас в этот период, в этот отрезок времени. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, а также оставить лайк или сообщение под этим видео. Мне будет приятно знать, что видео оказалось вам интересным, что оно перекликается с конкретно вашей жизненной ситуацией, с вашей историей. Можете написать, что именно похоже на то, что происходит в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим, что же происходит в жизни Водолея в этот период времени. У нас есть четверка жезлов, это первая карта, которая у вас выпадает. Ну, да, кто-то из вас может отмечать важные события здесь может идти прям речь о каком-то торжестве, на которое вас приглашают, или вы что-то отмечаете. Может быть, встречаетесь с друзьями, есть какие-то вечеринки, или вы получаете приглашение на какое-то собрание. Ну, вот здесь такая традиционная свадебная карта. Может быть, вас на свадьбу приглашают, или у кого-то свадьба, кто-то готовится к свадьбе. Ну, то есть достаточно хорошая такая социальная карта, где вы встречаетесь с друзьями, с близкими, чтобы что-то, возможно, отметить. И для некоторых из вас это может быть там встреча выпускников, к примеру, или воссоединение там с вашими близкими, какое-то улучшение взаимоотношений, налаживание связей, когда вы чувствуете опору и поддержку в лице ваших близких. То есть здесь не обязательно речь про то, что вы что-то отмечаете, но вы чувствуете вот эту опору. Четверка — это как 4 ножки у стула, да, ощущение опоры от того, кто вас окружает. Здесь вот такая пара, и там на заднем фоне у них дом, да, пара, парные взаимоотношения. Смотрите, десятка кубков. Тоже акцент на праздники или на близких людей возле вас, которые могут важные события отмечать вместе с вами, а может быть просто вас поддерживают здесь, каким-то образом приободряют. И здесь есть ощущение единения семейного. У кого-то здесь улучшение в личной жизни происходит, у кого-то здесь какие-то праздники семейные или какое-то радостное событие у кого-то из ваших родственников. Может быть, вы хорошие новости получаете от кого-то из близких и этому рады, да? То есть это может быть все что угодно. Может быть, новости беременности у кого-то. Это тоже как пополнение семьи. Пополнение, да, в вашем доме. Очень хорошая карта, такая прекрасная энергия у вас в самом начале. Ну, давайте посмотрим. Еще Солнце, радость, карта процветания, карта радости и такого вот какого-то радостного состояния и настроения. Это карта света, любви, тепла, смеха. Ну вот, очень хорошая карта у вас. Иногда можно говорить про какое-то прояснение чего-то касаемо вашей семьи. Солнце освещает какие-то вопросы в вашей семье. Что-то становится ясным, понятным или дарит тепло вашей душе, ощущение радости. Ну, а в целом эта карта, она очень позитивна. Она у вас еще вот практически в центре расклада здесь выпадает, да. Ну, очень хорошая такая приободряющая карта, которая у вас здесь есть. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть. Есть принцесса мечей или паж мечей ее называют. В целом-то это карта вашей энергии, это карта вашего знака воздушного. И она показывает, возможно, вас. Она говорит о том, что вы готовы здесь быть очень внимательными к каким-то деталям, чтобы прояснить снова-таки что-то для себя важное, возможно, уточнить какие-то вещи, уточнить какие-то детали. То есть этот паж мечей, он может продумывать какую-то стратегию, как быть дальше, что делать дальше. Да? Тут же карта колесница рядом, движение вперед. Кто-то из вас, возможно, чувствовал себя немножечко скованным или ограниченным. Возможно, ментально или в каком-то физическом перемещении. Может быть, вы чувствовали, что вы застряли, не можете двигаться или не можете делать что-то для вас важное, то есть двигаться в нужном направлении или как-то изменить определенную ситуацию. И вы ждали, когда все станет на свои места, ждали определенных решений или определенных ресурсов и чувствовали себя как будто бы ограниченными, да, не могли двигаться вперед. Может быть, это было такое внутреннее психологическое ограничение или состояние надуманное, но также это может быть и физическое ограничение. То есть вы чувствовали себя в тупике. Возможно, вы до сих пор чувствуете себя как будто бы немножечко такими запуганными или боитесь, что что-то может пойти не так.
Возможно, вы в чем-то сомневаетесь, ожидание есть какой-то неудачи, вот внутреннее, да, при том, что карты все хорошие выпали, но вы сами можете как будто думать о чем-то таком, пугать себя какими-то возможностями плохими, но карты хорошие, и вместе с колесницей движение вперед, есть какой-то хороший внезапный сдвиг, который здесь происходит, и решение и действия, которые вы здесь совершаете на основе этой новой информации, которую получаете по пажу мечей, вы как будто бы, имеете возможность дальше продвинуться в том, что раньше было тупиковым или невозможным для вас. То есть в значительной степени здесь играет роль какие-то хорошие стечения для вас обстоятельств, какая-то информация или новости, которые здесь приходят к вам, и они позволяют вам двигаться дальше и вывести вас из этого вот такого полуночного, да, тупикового какого-то замутненного состояния. Давайте посмотрим еще. Есть двойка жезлов возле карты Солнца. Здесь она у вас есть возле карты десятка кубков. Здесь может речь идти о действительно позитивных новостях, каком-то позитивном общении. Здесь у вас вместе с этой двойкой жезлов может быть выбор, который у вас появляется, и вы можете здесь принять решение, двигаться в новом направлении или какие-то шаги конкретные предпринимать, планировать дальнейшие этапы какого-то важного для вас процесса и не останавливаться на достигнутом. То есть смотрите вдаль, рассматриваете какие-то дальнейшие перспективы, связанные с этими возможностями или с той информацией, которую получаете. Может быть, это касается дома, семьи, какого-то важного переезда или планирования семьи, если вы замуж выходите или женитесь, или ребенка решаете завести. То есть смотреть в будущее, думать о будущем. Понимаете, что это хороший рывок вперед, хорошее движение вперед для вас. Это дарит чувство счастья, удовлетворения, вот какой-то радости, как будто бы вот вы идете к важному завершению важной главы вашей жизни. И с колесом фортуны вы уверены в удаче. Вы уверены в удаче. Принцесса жезлов тут рядом с принцессой мечей. Здесь очень много энтузиазма, огненности такой, да, это не ваша стихия, но тем не менее. То есть здесь по колесу фортуны удачные решения, поворотные, судьбоносные события для вас. Вам нужно использовать любую возможность для движения вперед. Она не обязательно должна быть идеальной, эта возможность. Может быть, она какая-то немножечко кривая, косая, не такая, как вы ожидали, но это все равно хорошее движение для вас вперед, и оно послужит дальнейшим таким шажком, дальнейшей ступенькой для перехода еще к лучшему чему-то. То есть вам здесь нужно пользоваться хорошими возможностями, делать эти шаги, даже если они не идеальны. Вам просто нужно начать двигаться, чтобы начать набирать обороты. Это как закон, как это сказать, да, инерция вот в физике, когда тело инертно, оно мало, его тяжело раскачать, как тяжелый камень, валун. Тяжело ему двигаться, его, чтобы раскачать, его нужно много усилий приложить. Но когда он уже начинает катиться, его уже остановить тяжело. Вот здесь приблизительно то же самое. То есть вам нужно суметь раскачать этот камень, вот это движение начать, хоть оно тяжело дается, и тогда у вас все получится. Может быть, объединиться с кем-то из близких, из родственников, получить от них эту поддержку, чтобы они помогли вам двигаться дальше. Тут же есть еще и умеренность. Умеренность, карта мир. Прекрасно, очень много, да, таких хороших карт. Солнце, мир, колесо фортуны. Вас поддерживает общение с окружающими, дарит вам мир, гармонию, ощущение вот этого вот какого-то умиротворения, да, которая позволяет вам уйти от ваших страхов и ограничений. Ощущение, что вы вот как будто находились в подвешенном состоянии, в каком-то чувстве стагнации такой, да, и вот тут вот вы благодаря этой поддержке начинаете двигаться вперед, и вам открываются новые пути, новые возможности. И здесь очень много радости, очень много счастья, может быть, даже праздничной атмосферы. И умеренность, она советует вам оставаться приземленными, адаптироваться, приспосабливаться и делать то, что вам предначертано делать, но при этом не принимать каких-то глупых решений. Здесь нет шута, при том, что здесь есть какие-то такие важные решения, завершение цикла, но шута нет. Вам нужно действовать разумно, благоразумно, мудро, двигаться дальше, делать первые шаги в каком-то новом направлении, возможно, но убедиться, что вы поступаете верно. Так, карта мир. Вам хочется успешного какого-то триумфального завершения
вам хочется победы в чем-то, вам хочется по карте Страшный суд получить какое-то, девятка кубков, успех, хочется ликования, хочется по девятке кубков какого-то, восьмерка пентаклей, вознаграждение за ваши труды. Восьмерка пентаклей показывает, что вы над чем-то трудились, долгое время работали. Здесь, ну вот как будто вам не нужно слишком увлекаться эмоциями, которые вызывает у вас вот эта вся праздничная атмосфера, праздничная энергия, больше умиротворения, больше спокойствия, да, и вот девятка кубков, которая о празднике показывает, говорит, но вот вместе с картой мир тоже, как завершение важного цикла, и перед вами открывается новая глава, и ощущение такое, что вот вы буквально чувствуете призвание двигаться дальше, как будто бы вас приободряют, говорят, что вот встань, двигайся дальше, делай эти шаги, принимай эти решения, они будут успешными, это полностью перевернет вашу жизнь, что-то кардинально поменяет, но вы получите в итоге то, на что вы заслуживаете, над чем вы так долго трудились и над чем вы работаете. То есть вам нужно определиться над тем, что именно вы хотите, что для вас ценно, что для вас означает эта девятка кубков, какое у вас основное желание, чтобы оно исполнилось. И вот в этот период такое ощущение, что вам как будто везет, потому что все складывается удачно, и вы можете воплотить свои желания в реальность. Вам нужно сосредоточиться на них, сфокусироваться, двигаться в направлении этих желаний и делать определенные шаги, прикладывать усилия, да, потому что восьмерка пентаклей, она о работе, которую вы здесь прикладываете в достижении этих целей, но вам здесь абсолютно точно это удается, эти шаги, которые вас приближают к намеченной действительности, да. Итак, дорогие мои водолеи, на этом, я думаю, сегодня мы наш расклад завершим. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!